Привет, это Алена. В Cerebro есть много интеграций. Сегодня мы покажем одну из них с мессенджерами на примере Телеграма. Интеграция помогает подключать задачи Cerebro к чатам и привлекать к работе над проектами фрилансеров и клиентов, которым не обязательно заходить в систему для того, чтобы загрузить работу или оценить результат. Подключать задачи можно и к групповым чатам. Обсудите материалы прямо там, а затем отправьте комментарии в Cerebro. Создавать чаты можно в десктопе и вебе, как делаем сегодня мы. Перейдем в Cerebro. Связывать с чатами можно как отдельные задачи, так и группы задач. Сейчас покажем, как создать чат по задачам. Переходим к нужной задаче, открываем меню и кликаем на пункт «Внешние чаты». К подключению доступны Telegram и Discord. Чтобы создать чат в Телеграме, нужно авторизоваться под своим аккаунтом. Сделать это можно по QR-коду или номеру телефона. После подключения система предложит связать аккаунты Cerebro и Телеграма. Это позволит отправлять сообщения и файлы из связанных чатов прямо в систему. Если нажмете на кнопку «Связать», бот в Телеграме подскажет, как именно это сделать. Можно пропустить этот этап и заняться им позже в профиле аккаунта Cerebro. Авторизоваться в Телеграме достаточно один раз. Cerebro запомнит связку, и в следующий раз вам не придется заново подключаться для создания чата. Можно создать новый чат или подключить задачу к существующему. Можно сразу добавить в чат пользователей, как из Cerebro, так и из списка контактов в Телеграме. Если вы добавляете пользователя из Cerebro, у которого нет привязки к Telegram-аккаунту, после создания чата мы сформируем специальную ссылку для его приглашения. Вы можете решить, оставаться ли в чате после его создания. Галочка будет доступна, если вы добавите хотя бы одного пользователя, у которого есть связка с Телеграмом. Когда мы создаем чат, есть возможность дополнительно настроить гибкое взаимодействие Cerebro и мессенджера. Определить язык, на котором Cerebro будет общаться с пользователями. От настройки прав доступа зависит, какие сообщения мессенджер будет запрашивать из задачи. По умолчанию права наследуются от автора создания чата. Если вы хотите, чтобы в чат отправлялись не все сообщения, а только видимые для клиента, выберите пользователя с соответствующими правами. По умолчанию в чат отправляются все уже созданные к этому моменту сообщения из задачи. Это можно отключить и начать чат с чистого листа. В чат отправляются ссылки на задачу, от которой приходит сообщение. Вы можете выбрать, какое приложение должно открываться при клике на ссылку – веб, десктоп или браузер. Из мессенджера можно настроить сообщения, которые отправляются в задачу. По умолчанию отправляются все сообщения, написанные в чате. Для этого задача в чате должна быть одна, а у автора сообщения связаны аккаунты Cerebro и Телеграма. Отправку сообщений можно ограничить, например, отправлять только те сообщения, которые написали с помощью реплая на сообщение из задачи, либо использовали специальную команду send. Можно настроить, что именно будет отправляться в чат из задачи
сообщения и файлы вместе, либо что-то одно. Из чата можно отправлять не только простые сообщения, но и отчеты о работе с указанием потраченных часов и переключением статуса задачи. Для этого есть команда Report. Мы можем настроить, в какой статус переключить задачу при отправке отчета и требовать ли указания потраченных часов. Давайте выберем статус для «Ожидает оценки». Если вы нажмете кнопку «Запомнить», новые чаты будут создаваться с этими настройками по умолчанию. Создадим новый. В результате успешного создания появится ссылка на Telegram-чат. Вы можете перейти по ней сами или отправить ее коллегам. Если мы добавили пользователя Cerebro, который не связан с Телеграмом, мы можем скопировать приглашение и отправить ему любым удобным способом. Приглашение придет и на его электронную почту. По ссылке в Телеграме откроется чат с ботом Cerebro, который поможет пользователю связать аккаунты. Это необходимо для того, чтобы отправлять сообщения и файлы. Нажимаем кнопку «Старт». Бот отправит на электронную почту код для подтверждения аккаунта. Проверяем почту, копируем код и вставляем его в переписку с ботом. После этого бот свяжет аккаунты и пришлет ссылку на чат по задаче. Связывание происходит один раз. После этого вы можете добавлять пользователя в любые чаты с задачами. Переходим по ссылке в чат. Сообщения из задачи уже появились. Пользователь может написать сообщение, приложить файлы, которые сразу отправятся в задачу. Давайте попросим пользователя написать отчет, чтобы учесть его потраченное время. Используя команду Report, в чате можно отправить отчет с часами. Все комментарии пришли. Чат обновился. В Телеграме есть ограничения по размеру файлов, которые мы можем отправить в Cerebro. Сейчас это ограничение в 20 мегабайт. Чтобы отправить файл большего размера, мы дополнительно разработали окошко загрузки файлов. В десктопе и мобильной версии Телеграма оно встроено в приложение. У веб-версии окошко загрузки откроется в соседней вкладке. Чтобы отправить в Cerebro большой файл, воспользуйтесь командами Upload или Report Upload, если при этом вы хотите написать отчет. Бот предупредит, если вы отправляете файл большего размера, чем разрешено. Воспользуемся командой Upload. Кликните на область загрузки файлов или перетащите в него нужный файл. Вернемся к групповым чатам. Мы можем подключать к ним не только задачи, но и страницы моего пространства, чтобы получать уведомления от группы задач. Покажем на примере. На этой странице загружаются отчеты всех задач в статусе «Ожидает оценки». Вы можете настроить любую нужную выборку с помощью критериев. Внизу видим кнопку создания чата.
Обратите внимание, для того, чтобы она появилась, страница должна быть сохранена для Вселенной. Выберем существующий чат Дейлизы, где состоят наши креативные продюсеры. В чат Телеграма добавился бот Cerebro. Теперь все новые отчеты будут приходить сюда. Напишем отчет какой-нибудь задачи. После этого он появится на странице Дейлизов и отправится в Telegram-чат. Отчет с файлом появился в чате. После обсуждения можно отправить комментарий обратно в Cerebro. Отправить комментарий в задачу можно, ответив на сообщение. Всем понравилась новая версия, поэтому сразу переключим статус задачи командой «Статус». Бот поддерживает различные команды для работы с задачами, получения информации, отправки сообщений и файлов. Вы всегда можете вызвать команду Help, чтобы подробнее ознакомиться с возможностями. Если в Telegram-чате больше одной задачи или же в чат добавили страницу, при выполнении команд бот предложит выбрать, к какой задаче ее применить. Бот показывает задачи, сообщения из которых уже есть в чате, но вы можете воспользоваться поиском, чтобы найти любую задачу и получить информацию по ней или отправить сообщение. Помните, что для отправления данных из чата в Cerebro вам нужно связать аккаунт с Telegram. Вы всегда можете это сделать в вашем Cerebro профиле.